Ребята, всем привет! Всем приходится так или иначе выделять время для творческой деятельности, но способы, которыми люди организовывают свою жизнь, бесконечно разнообразны. Итак, сегодня о том, как учился великий австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Как правило, одаренным детям пророчат блестящее будущее. Но далеко не все одаренные дети становятся великими личностями. Значит, одного врожденного таланта мало. Необходимо воздействие и иных факторов, среди которых не последнее место занимает правильное воспитание и поддержка таланта родителями. Творчество, наверное, самого известного вундеркинда в музыке, Вольфганга Амадея Моцарта, является одной из вершин музыкальной культуры всего человечества. Моцарт прожил всего 35 лет, но его талант подарил миру около 700 произведений. В 3 года Вольфганг научился играть на клавире. В 5 сочинял небольшие произведения. В 7 написал свою первую симфонию. В 12 первую оперу. А уже в 14 стал членом Болонской академии. Хотя по правилам академии им нельзя было принимать в члены лиц моложе 26 лет. Но для Моцарта было сделано исключение. Отец Моцарта, Леопольд, был посредственным исполнителем и сам знал об этом. Но при этом он был отличным педагогом и даже написал знаменитейшее учебное пособие «Опыт основательной скрипичной школы», по которой учили детей по всей Европе. Но это не приносило Леопольду славы и тем более денег, и все свои педагогические способности он направлял на собственных детей. Вначале Леопольд начал заниматься со старшей сестрой Вольфганга. Попутно учил и маленького сына, но скорее в шутку, пока не обнаружил у него превосходный музыкальный слух, чувство ритма и память. Осознание необыкновенной музыкальной одаренности сына перевернуло жизнь отца. Так, благодаря занятиям с отцом, Вольфганг научился игре на скрипке, клавесине и органе, а также получал знания по теории и истории музыки. Он обучался на дому и общеобразовательным предметам – истории, географии, математики, изучал латынь и итальянский язык. Музыковеды пишут о том, что в детстве Вольфганг занимался по 12 и более часов в сутки. И из-за своей одержимости владения таким гениальным инструментом в своих руках, как Вольфганг, Леопольд принуждал его играть очень сложные произведения. В наши дни облик Леопольда рассматривается скорее в контексте отца-тирана, и этому есть возможные основания. Сейчас приведу несколько примеров, но вывод вы уже сделаете самостоятельно. Итак, Леопольд Моцарт с детьми побывали во многих германских княжествах, посетили Францию, Англию и Голландию. Как импресарио своих детей, Леопольд включал в очередные концертные программы все новые испытания для показа диковинных способностей своего маленького сына. Например, игру на клавесине одним пальцем или с завязанными глазами, номера с разгадкой звуковысотности, которую издают часы с боем, колокольчики или рюмки. И такие представления могли длиться по 3-4 часа. Но после концертов и небольшого отдыха Леопольд снова занимался с детьми. Как-то во время гастролей в Париже прошел слух, что мальчик на самом деле марионетка. Мальчишка просто выходит и улыбается, а все пишет за него папа Леопольд. Пришлось опровергать. Моцарта изолировали в кабинете директора Парижской оперы, дали чернила и бумагу, но инструмента не дали. И меньше чем за 4 дня он вынужден был сочинить на скорость свою, как потом ее назвали, Парижскую симфонию. В этих детях публику умиляла и их детская непосредственность. Так, например, известен случай, когда Вольфганг, подскользнувшись на паркете и приняв помощь юной эрцгерцогини Марии Антуанетты, предложил той выйти за него замуж в благодарность за ее поступок. Концертное турне продолжалось 3 года. Так, вспоминая эти годы, в одном из писем своему другу Леопольд пишет, цитирую: «За 27 часов путешествия мы спали только 2 часа. Едва мы съели немного риса и яиц, как я усадил Вольфганга, и он мигом заснул. Да так крепко, что даже не пошевелился, когда я его раздевал и усаживал в кресло. Во время гастролей дети часто болели. Оба ребенка перенесли воспаление легких и оспу.
Но сам Леопольд шел на все эти жертвы потому, что мечтал, чтобы его ребенок находился среди блеска и суеты столичной придворной жизни. Ведь, будучи сам музыкантом, он прекрасно знал, насколько трудно было новому имени пробиться в музыкальном мире и получить европейскую известность. О том, что Вольфганг обожал своего отца, говорят его слова, которые были произнесены им еще в детстве. «После Бога только папа». А свои письма к отцу, уже взрослым, Моцарт начинал с следующими словами: «О лучший из отцов». В 1778 году умерла мать Моцарта. Через 3 года между Вольфгангом и его отцом наступило отчуждение из-за конфликта с архиепископом. Леопольд был задет также и письмом сына от 31 июля 1782 года, в котором Вольфганг сообщал о своей женитьбе. Цитирую. «Итак, вы получили мое письмо, и я вовсе не сомневаюсь, что со следующим письмом получу ваше соизволение на мою женитьбу. Вы не можете вовсе ничего возразить против, ибо она честная, славная девушка, дочь хороших родителей. И я в состоянии зарабатывать на хлеб насущный. Мы любим друг друга и желаем друг друга. Все, что вы мне написали и могли бы написать, не что иное, как открытый благожелательный совет, как всегда прекрасный и добрый, однако не подходящий уже для мужчины, зашедшего со своей девушкой достаточно далеко. Следовательно, тут нечего откладывать. Лучше привести свои дела в порядок и сделать порядочного парня». Вольфганг переехал из Зальцбурга в Вену, и 4 августа 1782 года Моцарт женился на Констанции Вебер. В Вене же встретил Йозефа Гайдена, которого называл своим отцом, наставником и другом. Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу, и по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!